Был задан вопрос, почему получается вот так и вот так. Разгадка в закрытии ряда веревочки в 2 трубочки. Это видеоответ на этот вопрос. Вот я плету круг. Самый обыкновенный круг. Но со сменой цветов. Я меняю трубочки черные на белые. Проплела веревочка из 2 трубочек. И у меня вот здесь вот ряд. Видите, как получилось? Это произошло из-за того, что ряды надо оканчивать, закрывать. То есть, если вы знаете, что потом вам предстоит смена цвета, надо обязательно закрыть ряд. То есть, по идее, здесь все надо будет расплести и сплести сначала заново. Как же закрыть ряд? Что это такое? Добавляю к каждой стоечке еще по 2 стоечки. Вообще это очень большое расстояние. Я плела его специально, чтобы не добавляла стоечки, чтобы было видно, что узор не сошелся. Здесь я начинаю сразу оплетать по одной с начала ряда. И покажу сразу, как закрывать ряд. То есть вот здесь вот у меня начался ряд. Одинаково важно уметь плести и с этой стороны. То есть когда мы плетем, иногда бывает очень удобно вот сверху плести, располагая плетение к себе. Ну, в частности, вот пока донышко маленькое, чтобы было удобнее, можно расположить вот так и плести разводя стоечки. Хорошо прижимаю, чтобы вот здесь вот не образовались отверстия при разведении. Но если донышко будет очень большое, то прижать к себе это надо на столе почти ложиться на стол, чтобы плести. И поэтому надо обязательно уметь плести и с другой стороны, то есть плетение от себя, если это поднос, например, и уметь плести с обоих сторон. Вот отсюда, из-за вот этой вот стоечки, вот вышла первая трубочка. То есть вот я заложила, и вот отсюда пошла у меня веревочка. Вот отсюда. То есть это считается первая моя стоечка. Я доплела до конца ряд. Мне надо закрыть ряд, чтобы не было вот такого вот. Надо закрыть ряд. Для этого, то есть я должна сейчас проплести, как прямую я плету. То есть вот верхнюю сначала завести, а я меняю очередность. Сначала верхнюю сюда надо было завести, а я ее завожу с другой стороны, как обратную веревочку. Получается, я ряд закрыла. Но из-за того, что я перед этим ряды не закрывала, вот у меня получилась такая галочка. Это сейчас в следующем ряду этого уже не будет. Эта галочка образовалась из-за того, что предыдущие ряды я не закрывала. Я подхожу к окончанию ряда. Вот опять стежок я проплетаю как прямую веревочку.
Вот здесь вот я проплела как прямую веревочку. Дальше, если идти по прямой, уже пойдет вот, видно, что здесь вот галочка образовалась. Вот видите? Это значит, мы пропустили место перехода и пошли опять плести по спирали. Значит, доплели. И сейчас прямой веревочкой мы должны были пойти вот сюда. Вместо этого я меняю направление и сначала завожу. Получается как ситец. Вот здесь ситцем проплела и здесь ситцем проплела. Этот ряд будет отличаться, этот стежок. Вот он как ситцем. Я доплела до конца ряда, поменяла цвет у трубочек. Сейчас закрываю ряд, то есть по прямой и обратной веревочкой. Вот ряд закрылся, и отсюда пошел уже ряд светлыми трубочками. Вот так. Сейчас я доплету его. Доплела. Вот здесь прям видно, откуда вышла первая трубочка, из-за этой стоечки. Значит, эту стоечку я проплетаю начало как прямая косичка, прямая веревочка, и заканчиваю, меняю трубочки местами. Сначала идет верхняя, потом ее прикрывает нижняя, как обратная веревочка. Ряд закрылся, и уже вот этого вот безобразия не видно. Это было плетение на горизонтальной поверхности. Сейчас перевернем наизнанку. С изнанки вот видно, где мы наращивали трубочки. Здесь, здесь, здесь. Если вы хотите узнать, как сделать вот это вот место незаметным, чтобы поменять цвет и вот этой смены цвета не было, смотрите мое видео, которое сейчас у вас ссылочка на экранах. Так, теперь разберем закрытие ряда веревочки из двух трубочек на вертикальной поверхности. Для этого я сделаю у нашей тарелочки стеночки, и будет корзиночка. То есть вот здесь я перевожу стоечки на изнанку, трубочки рабочие на изнанку, перевела, переворачиваю плетение, трубочки мои рабочие, вот они, и поднимаю трубочки за одну. Так как мы сейчас разбираем веревочку в две трубочки, поднимаю за одну, это будет имитацией веревочки в две трубочки. Если за две, то это уже имитация веревочки в три трубочки. Теперь на вертикальной поверхности. Здесь я оканчивать ряды не буду. То есть вот доплела до стоечки, откуда вот первая трубочка вышла рабочая, и плету дальше также. Здесь прям вот она просится, что надо ряд закрыть. Сначала я сплету правильно, а потом неправильно, для того, чтобы показать. Раз просится закрыть ряд, вот мы закрываем ряд, проплетаем как обратную веревочку, стежок один, и пошли на второй ряд. Доплела до начала ряда, вот где я начала ряд. Меняю цвет у трубочек.
И продолжаю плетение. Сейчас. Вот, получается, просто ряд начался другой. Мы не залазим с ряда на ряд. Так, сейчас я один ряд, несколько рядов проплету, чтобы удобнее было, и покажу, что ряды состыковались. То есть вот. Вот я доплела до конца ряда, проплетаю последний стежок. Ряд у нас закрылся. Теперь я сделаю плетение неправильным. Следующий ряд я не буду оканчивать и перейду опять на светлые трубочки, чтобы было видно, что происходит, если ряды не оканчивать. Опять дошла до начала ряда, но теперь я его не буду закрывать ряд. Я буду продолжать плести веревочку в 2 трубочки. Здесь сейчас вот галочка вышла, то что вот мы не перешли на следующий ряд, не окончили. Видно вот в этом месте. Такое же безобразие может быть еще, если вы поменяли трубочки не в ряду, ну, не окончив ряд. То есть вот получается плели 3 ряда, и тут 2 ряда, а вы перешли уже на другой цвет. Тогда вот у вас тоже получится вот здесь вот ряд на ряд залазит. Сейчас я доплету 3-й ряд. Вот я доплела, получается, ряд, раз, 4-й, перехожу на 5-й, да, вот здесь вот перехожу. Я проплела 4 ряда, и здесь 4 ряда. Вот видно место, где я перешла на плетение, не оканчивая ряды. Вот они у меня уже здесь вот не оконченные. Здесь я меняю цвет у трубочек на светлый. И продолжаю плести прямой веревочкой. Сейчас покажу, что получилось. Сейчас отпущу. Посредине ряда начинается другой ряд. Вот это всего один. Надо поменять трубочки местами, закрыть ряд. Вот тут этого не было. То есть ряд мы закрывали, здесь не закрывали. Вот так получается, если не закрывать ряды. Если вы плетете одним и тем же цветом, вам не надо менять цвет. У вас не меняется рисунок. Если это не 2 ряда, например, там на крышке или на бортике для крышки, который виден с лица, лицевой бортик, то в принципе можно не закрывать ряды, это не столь важно. А вот когда вам нужно поменять цвет во время плетения, если ряды вы не закрывали, то у вас поменять цвет не получится. Вот такое безобразие получается, если не закрывать ряды. То есть вот они здесь вот у меня просто закрыты веревочки, я ряды закрываю, то есть меняю стежок. Вот он получается, вот даже видно. Вот здесь вот получается стежок как ситец. И здесь видно, вот я перешла на плетение по кругу. Перестала закрывать ряды, чтобы показать. И вот так вот получается.